Всем привет, меня зовут Оскар, и с вами канал IT Вердикт. И сразу хочу уточнить, что сегодняшний выпуск будет полезен в первую очередь именно владельцам автомобилей. То есть людям, у кого есть автомобиль либо на семью, либо личный автотранспорт. Поговорим мы сегодня о вот таких штуках, это зарядное устройство для автомобилей. Как правило, для зарядки того же телефона в машине большинство из нас используют обычные адаптеры питания, которые подключаются к прикуривателю и имеют на борту один или два порта USB для зарядки устройств. Также есть разного рода альтернативы, которые могут, например, быть еще подставкой или имеют чуть большее количество портов на лицевой панели. Только вот что делать, когда дело, например, касается дальней поездки, а в машине едет вся семья, у каждого члена семьи по смартфону, каждому надо зарядить, а портов мало того, что недостаточно, так еще располагаются они на передней панели, до которой нужно тянуться. Решение я нашел у компании Orico. Это зарядное устройство UCP5P-BK. Ну и давайте посмотрим, в чем же его особенности. На самом деле решение до безумия простое. Это тот же адаптер с двумя портами USB на лицевой панели, который вставляется в гнездо для прикуривателя. Только вот от него идет дополнительный провод со второй частью или внешним зарядным блоком, как его называет производитель, в котором есть дополнительные еще 3 гнезда зарядки. Провод длиной почти 2 метра и дает возможность проложить и закрепить провод по центральной части практически любого автомобиля удобным для вас способом. А сам внешний зарядный блок крепится за кармашек сзади переднего сиденья с помощью обычной съемной клипсы. Итого мы получаем целых 5 гнезд для зарядки, которые к тому же легко доступны как впереди сидящим, так и тем, кто сидит сзади автомобиля. И естественно, по этой причине к устройству по эргономике абсолютно нет никаких вопросов, это очень удобно. Что же касается качества сборки, то тут также все отлично. Устройство обладает хорошим материалом, плюс к тому защищено от перегрева и имеет плотный провод. Ну и теперь подробнее о характеристиках. На устройстве, напомню, 5 зарядных портов. Так вот, 4 из них имеют на выходе 5 вольт и силу тока до 2,4 ампера. А благодаря интеллектуальной системе распознавания подключенного устройства Intelligent IC, зарядное устройство подает наиболее подходящий и оптимальный для зарядки конкретного устройства ток. Пятый же порт, расположенный на внешнем зарядном блоке и отмеченный оранжевым цветом, имеет поддержку технологии Qualcomm Quick Charge 3.0, что позволит заряжать устройство с поддержкой данной технологии гораздо быстрее. Те же устройства, которые не поддерживают данную технологию, будут заряжаться так же, как и от других портов, то есть с помощью напряжения 5 вольт и тока не выше 2,4 ампера. Само зарядное устройство работает от прикуривателей, дающих как 12 вольт, так и 24 вольта, а общая мощность зарядного устройства 52 ватта. Что же касается безопасности, то помимо термостойкого пластика устройство обладает целым списком того, от чего оно защищено. Это и скачки напряжения, и защита от короткого замыкания, и все то, что вы видите сейчас перед собой на экране. Ну и давайте на этом подведем итоги. На мой взгляд, это устройство хороший пример практичности, когда нет ничего лишнего, а то, что есть, работает должным образом. Здесь есть необходимое количество портов для зарядки устройств, есть защита, и при этом этим устройством удобно пользоваться, при том как людям, сидящим сзади, так и людям, сидящим спереди. За свои деньги, это порядка, по-моему, 800 рублей, я считаю, что это must-have для всех автовладельцев и автолюбителей. На этом мне придется попрощаться с вот этим старым адаптером для зарядки, а также попрощаться с вами. На этом все, спасибо за внимание, надеюсь, выпуск был для вас интересным, возможно полезным. Если это так, оценивайте его как считаете нужным, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Вердикт, пока!